Всем привет, друзья! На связи Пентагон. Это традиционный еженедельный выпуск Пентагон Лайв, где мы совместно с вами смотрим за рынком криптовалют. И по традиции хотелось бы начать с битка, но я сразу забегу, потому что вы никогда все равно не досматриваете до конца. Всю следующую неделю с 6, то бишь с сегодняшнего по 12 число, я еду к великому и ужасному Тони Вейсу в его трейдинг-кэмп, где собираются 50 лучших трейдеров со всего мира. Я буду снимать очень много контента, интервью, и поэтому не забывайте смотреть новое интервью с Тони Вейсом, поставить на него обязательно лайк. Также, если вы еще не смотрели интервью со мной с Юлией Захарчук, тоже можете обязательно посмотреть. А вот теперь уже по традиции начнем с битка. Вот такой вот чит. Что думаю по биточку? Да, вокально, конечно, есть все предпосылки к снижению, причем такие достаточно для меня аргументированный. То есть, что я вижу? Я вижу треугольник вокальный с плоским дном. Этот треугольник, конечно, по всей технике должен пробиваться к нижней границе, но там хотя бы в район 59 500. Но. Сегодня с утра мы сделали, собственно, очень хороший такой бычий дивер. Сейчас я вам покажу. Чтобы его было легко показать, я покажу на часе. То есть вот где я вижу сейчас расхождение цены на графике с ценой на индикаторе. То есть именно вот от этой точки. Как раз таки где-то здесь сейчас наш алгоритм должен показать regular bull. То есть как это выглядит на индикаторе. Это выглядит вот так. То есть вот от этой же точки. Вот это дивер. Причем все вместе это еще и подтверждение вот этого большого хорошего дивера, который присутствует вплоть от 4 ноября. 4 ноября, то есть это вот с этой точки мы по большому счету проретестили и подтвердили вот этот крупный дивер. Его будет видно на 4-6 часах. То есть что сейчас думаю? Во-первых, я откупился и вам посоветовал здесь вот в районе 60-750 плюс-минус. То есть вот этот весь ордер-блок я с утра выкупил, вам дал сигнал. Кто купил, молодцы. Очень хорошая зона сейчас для удержания, очень короткий стоп, то бишь можно уже стоп прятать под 60-200, 60-100, и это будет достаточно надежно с тем входом, который у нас есть. У меня вход сейчас 60-740. То есть для меня сейчас достаточно важно закрепиться в этом ордер-блоке, то есть закрепиться именно выше уровня 60-800, то есть это та нижняя граница большого треугольника с плоским верхом. Прошлое мое видео было, если мне не изменяет память, вот здесь вот, когда мы откупали как раз таки зону 58 тысяч и достаточно неплохо заработали. Всех поздравляю с отличным профитом, но не люблю об этом говорить, поэтому вот, в принципе, сколько мы забрали. Ну, 10%. Плюс мы еще брали эфир, брали BNB, лайточек, Soul. И, в принципе, сейчас я быстренько по всему этому говну пробегусь. Так, что думаю по битку? Во-первых, для меня есть четкая нижняя граница, которая присутствует вплоть от 12 октября. То есть в тот момент, когда мы пошли на обновление АТХ. То есть вот с этой линии для меня сейчас формируется некий треугольник с плоским верхом. И он будет валидный, если мы, конечно, пробьем границу 62 тысячи, и у нас не будет вот это все большим гипом. То есть, что такое гип? Голова и плечи, разворотный паттерн, он был уже вот здесь вот, собственно, где вот это было правое плечо и вот это. То есть, для меня сейчас важно пробить именно вот эту зону. То есть, эта зона как раз-таки заключается в районе... Что-то большая зона. В районе от 60-200 вплоть до 63 тысяч. Если мы вот эту зону пробьем, причем пробьем ее на импульсе, то есть вот на таком вот хорошем импульсе, затем проретестим, то буду ждать обновления максимума вот здесь на отметке 67 тысяч. И как раз таки, спасибо большое за уведомление, Binance. Обновление вот этой максимумы в целом приведет, возможно, нас к моей цели 72-74 тысячи. То есть, что я думаю сейчас? Если у нас треугольник с плоским верхом
и мы закрепляем сейчас выше зоны 61 500, 61 600, то буду ждать вплоть, наверное, к выходным пампа, наверное, к 63 тысячам. Не забывайте, что у нас CME закрылась на отметке 61 300, и плюс-минус удержание в этой зоне в рамках выходных абсолютно нормально. Либо мы сходим сейчас в сторону 63 и как раз-таки вот сходим, закроем. Вот это вариант номер один, который я бы хотел увидеть. Затем рост к верхней границе. Так вот, сейчас панельку мы вот так уберем, чтобы она не мешала. То есть вот примерно план, который я бы хотел увидеть. Сейчас где-то должна быть сноска Егора Летова, и все идет по плану, да? Но если мы понимаем, что вот это все новый тренд, какой-то такой, знаете, более такой флетовый, то, соответственно, будем рассчитывать именно на примерно вот такие движения. То есть, если мы... Так, надо его сделать тоньше, чтобы не мешало, ни глаза не мозолил. Если мы сейчас закрепляемся, в рамках выходных как раз-таки выходим на отметку вот эту 63 тысячи, то в понедельник есть вариант сходить опять там в сторону 61 тысячу, закрыть вот здесь вот гэп, который здесь образовался, да, набрать большое количество шортистов на пробой и уже вот по этой трендовой линии возможно сделать новый пятиволновик. То есть раз, два, три, четыре, пять, и вот выход пятый может быть в районе 70 тысяч. То есть вот этот план, он актуальный, наверное, на самом деле оптимальный. И я бы на самом деле даже не думал его до конца месяца ждать. Я вот по середину ноября, наверное, буду придерживаться этого плана. Отмена плана, естественно, есть. Отмена плана есть. И она будет у нас, собственно... Она у нас будет, собственно, если мы все-таки вот эту границу треугольника пробьем. То есть вот для меня вот этот треугольник сейчас самое, что ни на есть, важный бычий удерживатель. Как-то странно очень сказал, но главное вы поняли. То есть если вот эту всю линию мы пробиваем, причем пробиваем ее еще и потом ретестим, а вот это вот будет сейчас у нас негативный сценарий. То есть это мы в рамках этого выходного дня все-таки заходим вот на это правое плечо. И, естественно, его пробиваем, ретестим, и тогда у нас новый поход к обновлению минимума. Это будет вот здесь. То есть диапазон мой торговый сейчас, это вот эта вся часть, это от 61-67. И есть, скажем так, негативный сценарий, это уход под 58 тысяч. То есть при уходе под 58, возможно, будут какие-то сильные сквизовые движения. То есть сейчас я пока, конечно, смотрю в сторону лонга к верхней границе, но в любой момент готов буду переобуться, посмотрю за реакцией на уровень 63 тысячи, потому что если мы этот уровень пробьем, то... Вернее, если мы этот уровень не пробьем и пойдем обратно к нижней границе, то очень мало факторов будет затем на рост. То есть я, в принципе, готов вот на это движение в рамках выходного дня, где у нас присутствует и восходящее, и нисходящее движение, да, вот так вот даже сделаю. То есть в рамках выходного дня точно, наверное, жду какой-то отскок, возможно, к 63 тысячам. Завтра буду смотреть, как это все развивается, пробьет ли уровень 63, даже 62 800. В случае отмены не забывайте про вот этот треугольник, который я вам нарисовал в самом начале. Да, то есть это такой вот медвежий вот здесь вот треугольничек, который тоже есть. Сейчас мы его сделаем красным, чтобы его было чуть более видно. Вот. Соответственно, вот этот треугольник пойдет в отработку, и как раз-таки его пробой будет означать переход вот к этому красному сценарию. Красные дни календаря скоро криптозима. Верю в это. Дальше. Но что меня дополнительно удерживает пока в сторону бычьего настроения, так это все-таки эфир. Да, и эфир очень хорошо двигается вот по этой трендовой линии, которую мы с вами рисуем уже вплоть от конца сентября. И также у нее пробой вот этой трендовой линии будет означать, что все, силы покупателей закончены, поэтому в рамках даже сегодня плюс-минус я жду, возможно, максимальную коррекцию в сторону 4400, и где вот это все перейдет у нас так, это 6 часов. Давайте что-нибудь поинтереснее сделаю. То есть, вот здесь был последний пробой
границы, я могу предположить, что с этой границы начинается сублокальный вот этот тренд краткосрочный, где раз, два, три, четыре, пять, не хватает пятой волны. То есть где-то вот здесь вот появляется у нас канал, достаточно такой весомый. И мы сейчас по этому каналу, собственно говоря, двигаемся. Есть серединное уровень этого канала. Сейчас мы сделаем вот так вот, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Вот, собственно, вот этот серединный канал мы будем сегодня пытаться трогать. Если мы его все-таки сможем пробить, а это, так, обратно верни зеленое, а это поход вот к этому границу 4600. Если 4600 пробиваем, то жду похода к 4800 и затем все-таки поход на коррекцию. То есть где-то здесь биток должен сходить на 66 тысяч. То есть это вот при битке 66к. То есть по эфиру это может быть движение в 8-10%. Такое же примерно движение у биточка в сторону 66. То есть вот это мой план по эфиру, если мы закрепляемся. В противном случае, есть вот варик пойти на 4400 и от него отойти уже к уровню 4200, но это опять же при пробое вот этой зоны. То есть опять же для вас расставляю сейчас границы, то есть это вот эта, по сути, зона будет покупки. Так, ну это моя спотовая покупка, я ее пока трогать не буду. Сделаю вот так вот. Вот это будет граница продажи. Все, что выше уровня 4700 по сопротивлению, для меня будет интересно для продажи. А вот именно если мы говорим о покупке, о зоне покупки, то в свою очередь эта зона как раз таки вот сейчас вплоть до 4400. То есть канал у вас примерно есть рабочий, по которому мы можем двигаться и по которому от которого в случае чего будет отскок с ретестом. То есть, подытожу, что касается эфира. По эфиру жду возможную консолидацию в данном уровне, ну можно чуть ее расширить вот так вот, но не покупать выше 4500, стопчик будет все-таки далековат. Стопчик прячу под 4400, а лучше в район там 4350, дабы исключить возможные сквизы, как были вот здесь вот перед ростом. Не хватает здесь, конечно, какого-то хорошего дивера, не хватает какой-то действительно такой консолидационной модели, но мы попробуем все-таки здесь вплоть до 4350 это все историю поднабрать. Селить я буду в районе 4800, это сопротивление вот этого канала, но для начала необходимо пробить вот эту серединную линию. В случае, если мы от нее будем отскакивать, будет опять какая-то консолидация. Но в случае этой консолидации, я уж совсем вперед забегаю, но почему бы не попробовать забежать, для меня это будет возможность какая-то, возможного какого-то треугольника с плоским верхом, а эфир любит в треугольниках ходить, то есть мы там сходили сюда, отскочили обратно к нижней, пофлетили и затем полетели к верхней границе. Так, дальше, псих BNB, который я вам все-таки рекомендовал покупать от 520 и от 461, если мы говорим о прошлой неделе. То есть с моего последнего сигнала BNB дал, ну, ёбнутые 30%. Почему я не держу весь депозит BNB? Не знаю, но 30% это достаточно сильно для данного актива. Я в целом могу сказать, что, наверное, где-то уже близится. Ой, прошу прощения. Люблю зевнуть на BNB. У меня традиция зевнуть, когда я рассказываю про BNB. Ну, скучно. Скучно, все растет. Мое сопротивление, конечно, находится чуть выше, в районе 700 или в районе даже 650, все, что выше. То есть пока я поставил стоп в безубыток, вернее, даже не в безубыток, в хорошую прибыль в районе 560. И, собственно, эта граница примерно и будет означать окончание этого движения. То есть в случае, если рынок резко польется, то вот на уровне 557 будет как раз-таки определяться зона дальнейшего похода. То есть если мы пробиваем вот эту консолидацию, вот эту вот всю проторговку, то тогда, да, BNB уходит из-под трендовой, и мы падаем в сторону 420 баксов.
Поэтому я пока потихонечку сокращал BNB, и тем более, если вы брали со мной от $460. Также очень хорошо действует Sol. Я покупал по 196 крайний раз. У меня были цели в районе 208. И я, собственно, до сих пор Сол держу. Стоп уже стоит в безубытке. И я продолжаю удерживать. То есть я вместо BNB купил Сол. И, в принципе, ничуть не огорчился. Но решил все-таки немножечко здесь скорректировать свой возможный прогноз. Потому что мы находимся сейчас, на мой взгляд, также в верхней границе вот этого торгуемого канала. Так, 25% зафиксированные скрыли. Плюс также есть что-то наподобие гипа, но при всем очень хорошо среагировали вот здесь на серединный уровень при пробое и 2 раза вот здесь локально его проретестили, поэтому ниже 220 я, наверное, пока Сол не жду, буду в случае чего даже добирать вот в этом ордер-блоке и среднюю где-то увеличу со 196 где-то до 205 и, естественно, стоп поставлю в безубыток. Также, кто пользовался моей рекомендацией по C98, также Easy 25%, там даже, по-моему. Но нет, в районе 20% можно было забрать. И сейчас формируется чашка с ручкой на C98. И, ну, для меня странный актив, честно. Там его пампили, то есть, я думаю, он на пятерку вот на свою еще сходит. Поэтому я держу свою позицию. Ой. На скучных активах всегда хочется прям зевнуть. Видели, на битке не было даже желания, потому что все очень весело. Не нравится, как двигается Cardano. Я забрал здесь 5%. Стоп у меня стоит сейчас на 1.87. И в случае чего Cardano буду скидывать. Но глобально, конечно, Cardano выглядит супер. Супер глобально выглядит она достаточно прям вкусно. Я даже вот так вот бы еще сходил и выстрелил бы на 4 бакса. Не хватает пампа старичков, вот не хватает пампа лайткоина, который все пытается за эфиром шлепать, но у него не совсем это, я бы даже сказал, получается. Но вот эта глобальная какая-то чашка с ручкой. Интересно. Поход на 400 вот прям очень сильно вписывается в мои планы, когда мы в целом в ноябре будем расти и стрелять по некоторым альтам. То же самое Нео. Но Нео более комфортно себя чувствует с моей точки входа, поэтому я в принципе нормально Нео держу, покупал по 42, до сих пор держу, что-то там фиксанул по 46, 47, и то есть пока удерживаю. Вот Вайток интересно. Но поздравляю всех, кто все-таки откупал со мной в прошлый раз по 68-69 рубль. Мы сходили до 72, и это только первый, я думаю, звоночек, пирожочек, при котором мы можем в дальнейшем расти. Почему? Потому что корректируется нефть. Нефть пошла на коррекцию. Ой, блядь. Кому интересна эта нефть? Давайте, напишите внизу в комментариях, вообще стоит ли мне смотреть за нефтью, потому что я не вижу никакой реакции по нефти от вас. Вижу больше реакцию по NFT, чем по нефти. Какая игра слов. То есть, если кому-то интересен действительно обзор рынка не криптовалютного, а все-таки больше фондового, то, наверное, я сделаю какой-то отдельный обзор, потому что в рамках своей нынешней торговли именно на фондовом рынке я начал увеличивать время именно провождения в этом рынке. Я все больше торгую нефть, мне интересны опционы. Я в целом смотрю над тем, чтобы как-то хеджировать свои позиции. Но сейчас я вам дам несколько альткоинов, которые я бы потихонечку еще так подтаривал. SXP я бы все-таки тоже смотрел в зону покупки. Хорошая консолидационная модель, причем примерно такая же фрактальная, которая была несколько ранее. Вот так, блядь. Опять вот путаю вот эту какую-то хрень. Надо ее каким-то образом еще удалить. Проекция цены, господи. Вот проекция. То есть я думаю, что примерно по SXP мы можем... Ну, короче, какой-то альтсезон прям вот напрашивается по многим активам. Короче, в случае альтсезона откупаю SXP. Смотрите, что делает NEM.
Я говорил, что NEM будет догонять NUM. Кто еще не скинул NUM, я вам напишу. Ну, спасибо. Еще NUM. Вот я думаю, NEM как раз-таки повторяет и будет повторять вот это вот движение. Ну вот, да, немчик может сходить на 0.35, догнать нюм. В принципе, по фракталу очень похоже. Подытожу. Еще раз скажу про биток. Короче, если закрепляют выше 62 тысяч, вот выше вот этого ордер блока, на следующей неделе будем хорошо расти. Причем поход к этой границе может заставить стрельнуть всю альту. Это старички типа Карданы, Вайтка, вот эфир Классика. SXP. 4 раза зевнул. Кто все 4 раза со мной зевнул, напишите мне в личку, сделаю скидку на обучение. Поэтому, ребят, напомню, еду, короче, кто не вейсил в лагерь. В этом лагере собирается топ-50 трейдеров, инфлюенсеров со всего света. Собственно, я уже очень сильно опаздываю, но решил все-таки перед выходом записать для вас видео. Следующее видео будет не раньше, чем через 5 дней, но, возможно, я буду записывать вот эти блицы, о котором я говорил, поэтому не забудьте подписаться на мой основной канал. Сейчас, кстати, появилось большое количество фейков, как я переехал в Дубай, кто-то делает дубликаты моих каналов и пытаются с этих каналов выкладывать какие-то сигналы по DeFi. Вы прекрасно знаете, что я никогда не торгую DeFi и стараюсь вообще не трогать NFT историю, поэтому остерегайтесь мошенников, подписывайтесь на оригинального Пентагона. Это я. Собственно, ссылки есть в описании канала. Всех люблю, всех обнимаю. На связи был Пентагон. Пау, 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 пау.